Ариша Нарлагуянова, прекрасный художник, была у меня на классе в первый раз, и мне не было возможности, я в суматохе не взял у нее небольшое интервью о классе, о впечатлениях. Она написала в своем Инстаграм: «В детстве увидала картины с морем и розами Константина Коровина. Я выпалила: вырасту, буду учиться у этого художника. Родные меня высмеяли. И в итоге открыли страшную тайну о том, что Коровин уже умер. Тогда я сказала, что найду художника, который будет рисовать не хуже, может быть, даже лучше. И вот моя детская мечта осуществилась. Я попала на мастер-класс к самому Вячеславу Короленкову. 5 дней супер полезной информации, живописнейшие места и конкретная, корректная помощь. Я в восторге. Я еще познакомилась с очень душевными коллегами по цеху, приобрела новых друзей и очень, надеюсь, выросла в мастерстве. Да, конечно, выросла. Это видно в работах. Ребята, посмотрите. Ребята, люблю вас, очень надеюсь на продолжение. Спасибо большое, Ариша. Было очень тепло и волшебная группа. Я обожаю тех, люблю тех, кто любит живопись и хочет просто идти рядом и идти к этой вершине мастерства. Я тоже себя ощущаю ни в коем случае не маэстро и так далее, а учеником у Его Величества природы. Это не бравада, это правда. Потому что вот смотришь постоянно, это куда ни посмотри, это какое-то великолепие, и радуешься, что просто тебе подарена возможность видеть, вторая возможность написать свое отношение к увиденному. Заметьте, я не говорю отразить это. Моя концепция в том, что художник не отражает мир, который видит. Это фотоаппараты отражают, видеосъемка и так далее. С эффектами, может быть. А художник создает реальность. На своем холсте он делает новый мир, по сути дела. Вот это интересно. Ну и группа была совершенно работоспособная. Все просто в ударе. И, может быть, даже не хватает 5 дней для таких поездок. С другой стороны, как Борис Марковкин сказал, что как будто целая жизнь, 5 дней. Это тоже много, может быть, достаточно. Концентрировано все, и мы пишем в разных местах разные задачи. Одна чеховка чего стоит, я постоянно повторяю, на ней можно просто, не уходя никуда, только поворачиваясь, писать разные сюжеты, всегда по-разному. Вот такое место. С 1 по 5 июля я собираюсь, если все будет в порядке, по крайней мере, провести там класс, по крайней мере, я намерен это сделать, и собираю группу, уже народ записывается активно, так что не пропустите этот класс. Еще класс будет сейчас, скоро, 21 мая в Москве. Мы будем писать султана, будем писать портрет, можно рисовать, кто как хочет. Главное, что перед нами будет чудесная модель, и у нас будет возможность поработать 3 часа над этой постановкой. С руками, без рук, голову, карандаш, гуашь, что угодно, темпера, масло. Я буду писать маслом и объяснять структуру, как вообще вести работу. Приходите. Дмитрий Подборонов. Листаю, смотрю на этот этюд, в мыслях, что за фигня. Дальше листаю, потом вернулся к нему. 2, 3 раз вернулся. Пирс, не пирс. Смотрю другие этюды и рисунки, а потом ловлю себя на мысли, фигня не фигня, а я об этом этюде глубоко задумался, и он запомнился. И Малевич вспомнил, вот она, магия работает, с виду непонятно что, а эмоцию дает, и хорошую эмоцию. Вы мастер своего дела, но дальше что-то хорошие слова. Благодаря вашим трудам можно полностью отключать свое сознание от рутины жизни. Вот видите, все полезно. Это как раз пример того, что за минуту, за 5 минут можно выразить свое отношение, свою фантазию на тему. Не в лоб переписывать, а по лбу, чтобы все отключилось. То есть писать как будто бы, новый мир, понимаете? Это вариация на эту тему. Но она основана
на грамотном видении тона, композиции, сочинения, конечно. Это мосток такой, на лодочной станции, которые уходят в море. Такие задачи мы делали с группой, со студентами, коллегами, как угодно, для того, чтобы раскрепостить привычные шаблоны видения. Мосток, значит, прямые линии, дощечки, ну и так далее, какие-то перила. А чтобы расширить свои возможности, писать чувства, эмоцию. Ну, такое задание, это очень интересно. Предлагаю вам самостоятельно это делать. То есть идея в том, что вы, например, пишете эти дощечки 3 часа, ну или там месяц, например, а потом берете, ставите небольшой формат и делаете это за минуту, прям таймер ставите, 5 минут, 10 минут, отношения пишете, фантазию. И получается, что, еще захочется, еще ставите. Кстати, народу, на классе, которые были, они хотели этого. Они хотели короткие, еще короче, все. До минуты дошло 5 дело. минут. Писали на время, 10, 5, 4 минуту. И таким образом ты выходишь на некую свободу в живописи. Марина Бабенцева: после ваших видео, Вячеслав, хочется бежать на пленэр. Так бегите. А приходится ползти на работу. А вы после работы, ночью, при лучине, поставили какой-нибудь там, кто-то там недавно написал, хлебушек и сосиску. Ну, так красиво написано. Поэтому я разместила мольберт на балконе. И если успеваю, пишу 10-минутки. Вот это победа. Пока получается мрак и ужас, но домашние приободряют, и котам нравится. Главное, чтобы коты не ходили по масляным, если вы маслом пишете. Закрывать нужно, а то это вот оно хвостом там махнет, и потом по всему дому это масло разнесется. Главное, чтобы краски были выдавлены, кисточки готовы. Я в воду их кладу, из воды достал, помахал, и можно работать. Вот, картонка стоит, пока там что-то готовится, кто-то там зазевался, машину заводит, прогревает, а вы уже глядишь, уже 5 работ написали. Поставить на балконе можно какую-то вазочку с цветочками и на фоне задний план чуть-чуть менять, и у тебя передний план есть, и все, и будет у тебя натюрморт в среде. Свет, еще солнце падает вообще. Любитель ас. Так вы на мастер-классах не этюды пишете с целью изучения, обучения, приобретения навыков, а законченные произведения пишете в технике а-ля Прима. И еще непонятно, какая преследуется цель писать совершенно другим цветом. Когда видим оттенки красной крыши, а пишете оттенком синего. Но это Ариша начала вот такую выдумку. Это вот путь к свободе. Все нужно разобрать по пятнам, из всего нужно выстроить мозаику. И была задача быть свободными, вот просто ощущения писать. Ну, синие, что я могу поделать? Если в тоне это разобрано, это может быть очень интересно. Вспомните синие работы его, Пикассо, например. Ну и что? Человек вряд ли был синий, а у него там в гамме все. Если для того, чтобы начать хорошо разбираться в тоне, то можно писать в технике Гризаль, только тоном, без цвета и его насыщенность, яркости. А чтобы начать видеть оттенки цвета, то зачем его в цвете менять на другой? Что эта подмена цвета дает? Ну, речь идет скорее... Я за то, чтобы писать, вот как Врубель учил, стилизованно цвет. Не в лоб, вот красный, например, прям, чтобы как вспышка, да, у сварщика перед глазами. Если сильно прищуриться, не будет яркого красного цвета, а будут видны отношения одного цвета к другому. То есть можно стилизовать и еще в гамме работать. Поскольку все предметы в мотиве окрашены светом, отражениями друг от друга, все предметы влияют друг на друга своими рефлексами. Свет отражается, и все. Поэтому цвет получается сложный. Он не просто там
теплый какой-то, тепло-холодный, а еще плюс какие-то включения, влияния, рефлексы, бах какой-то вот, раз, сюда. И цвет остается не просто оранжевый какой-то глупый, а цвет тела еще плюс этот оранжевый. А отсюда холод плюс цвет тела. Вот эта штука. И вот это влияние, просто в мозгу это если держать, то получится сложное видение. Сложный цвет. Сложенный из того и другого. Плюс. Тогда происходит не выдуманная стилизация, а она основана на видении и на трансформации. Ты видишь эти влияния, купаешься в этих сочетаниях, ты наслаждаешься этими отношениями пятен одного к другому. А потом любитель ас. Ну попробуйте что-нибудь выкинуть эдакое, непривычное. Выйти за пределы того, что вы уже знаете. Это сложно, но мне, например, очень интересно. И те, кто у меня занимается, ну, вы видите, наверное, по отзывам, получаются и работы такие интересные, выход на новый уровень может произойти и происходит, если есть к этому намерение. Я монтирую сейчас новый видеоурок для онлайн-школы, который записал на Чеховке в Гурзуфе. Те, кто хочет приобрести уроки мои в школе из-за границы, пишите личные сообщения, и мы с вами все это решим. Если есть какие-то трудности и еще не накаталась дорога через PaySend на киргизскую карту Visa. Платежи доходят, PaySend работает, там всего 1,5 евро или 1,5 доллара стоит комиссия за перевод. Пойдемте работать. Удачи в живописи. Счастливо. Я выпускаю в своей онлайн-школе новый урок. Он очень тонкий. Он на тонкие отношения. Прямо едва вот на почти неуловимые. В тоне почти бывают там очень близкие или похожие, но в цвете разные. И вы увидите, как это работает. И как путем вот как продвигаться в работе методично, спокойно, сравнивая, достигая точности в тоне и в цвете, вы увидите, что можно выходить победителем в этой вот неуловимости тональных связей. Так, и теперь берем такую вот кисточку помощнее и работаем по свету на асфальте. Все, в принципе, держится и сидит, но, может быть, чисто фактурно попробуем его усилить. Можно, используя природный мотив, добиться, вот точность сравнения дает результат. Вы в работе сразу же, когда закладываете отношения, вот вы увидите, как исправляя, достигается точность отношений. Не только между двумя соседними тонами, но сравнивать приходится еще 3 тона или даже больше. Мне кажется, этот урок будет очень полезный. Посмотрите его. Как всегда, все видно. Видны замесы, палитра на экране этюд, в котором происходит работа, и мотив сам. В движении, причем вот он, живой. 3 составляющих в уроке. Посмотрите его внимательно и присылайте мне работы на разбор подобного типа на сложные тональные отношения. Ну вот такая хорошая новость.